Итак, Армения. Ну, на самом деле в Армении я побывал уже во второй раз. Первый такой трип, первая поездка была у меня в 2021 году, в мае месяце. Тогда я прилетел в Гюмри, направился в Ереван, побывал на Сиване, познакомился с разными людьми, ходил по армянским барам ереванским знаменитым, и съездил на юг, Сюникскую область, вот эту горную, самую, там в пещерном городе бывал, катался на крыле Татева, замечательная канатка, да, самая длинная то ли в Европе, то ли во всем мире. То есть это была классная поездка, вот сейчас получилась вторая поездка, и на самом деле вот она хронологически предшествует тем видосам про Иран, которые уже есть на канале. То есть я сразу после Армении пересек границу в Мигри, там чуть южнее, с Ираном, и направился туда. Про Иран видео есть, уже 2 части. Про Армению выходит видео сейчас, но хронологически она была раньше. По Армении у меня получился 11 или 12-дневный трип в этот раз, то есть тоже я с севера проехал на самый юг, видел разные вещи, в том числе попал совершенно случайно, на самом деле не знаю, на День памяти геноцида армян. Он, оказывается, отмечается 24 апреля каждый год. Ну, естественно, там в Армении, само собой, очень активно, по всему миру в том числе. И это тоже есть видео, это довольно интересное событие. Я считаю, что мне повезло, тем более, что я не знал. Вообще, сначала я не понимал, что за факельное шествие в центре Еревана, куда идут эти люди. Это было довольно страшно, и даже в какой-то момент, то есть я думал, что происходит что-то радикальное, а это, оказывается, ну, такая вполне ежегодная акция. Первые 2 дня в Ереване я просто гулял. И посетил крупнейший храм Еревана. Кстати, снова в 2021 году там тоже был. Это собор Григория Просветителя. Такой огромный храм, построенный, кстати, в начале 21 века. Да, он новый, но он впечатляет размерами. То есть вот, насколько я знаю, он второй вот такой христианский храм по размерам после грузинской Цминда Самебе. Да, вот в Тбилиси. Тот тоже просто впечатляет размерами, но армянский тоже шикарный храм. Перед нами образец храмового кота. Это такой вид живности, который обитает близ какого-то замечательного храма, как вот в частности этот, самый большой храм Еревана. Он даже не вмещается ни в какую камеру, тем более в мою. И вот этот кот, как дух места, как бы будучи максимально спокойным, говорит всем нам, что на самом деле все будет хорошо. Рано или поздно все устаканится. Правда, Кэт? Как ты себя чувствуешь? Ну-ка, покажись. Бак. Кот одобряет все. Крепость Эребуни – это крепость, которой 27-28 веков на самом деле, на краю Еревана, то, с чего начинался Ереван, по сути. Это такой вот древний памятник царства Урарту. То есть древняя Армения, вот самое, наверное, древнее, что есть в Ереване, и вообще потрясающее тоже место. То есть там стены, они, ну, в таком состоянии довольно разрушенном, но сам факт, что вот этому там 28 веков, и это, ну, не может не впечатлять. Приехал вот наконец в крепость Эребуни, добрался сюда наконец. Тогда 2 года назад был в Армении, слышал, да, не удалось. Но по сути вот именно вот здесь, с этих камней, которым 2800 с лишним уже, что трудно вообще представить, что вот просто вот эти огромные валуны стоят почти 3000 лет. И в отличие от пирамид, которые нельзя вообще трогать, прикоснуться, тут можно гулять, смотреть, трогать, пожалуйста. Ну не сильно, но все-таки. И все это вот так вот замечательно.
вздыхая, удалился он восвоясь. На следующий день я гулял вечером по Еревану, и вдруг где-то недалеко от площади Республики, это самый центр, да, там правительственные здания окружают, это из красного такого кирпича армянского, я услышал какие-то звуки, какая-то речь, такая толпа, что-то происходит. Я пошел туда и просто попал в факельное шествие. Сначала я не понял, что это, то есть я потом, спустя какое-то время, я поспрашивал у людей, мне объяснили, что это вот, ну, день памяти геноцида армян, который вот случился в начале 20 века, там, в Османской империи. Но это вообще отдельная большая тема, там, это политизированный, на самом деле, момент, кто-то его признает, кто-то нет. Мне это было, ну, важно, конечно, но в данном случае я просто был свидетелем чего-то вот относящегося к этой стране, к их истории и чего-то очень впечатляющего, да, вот как это происходило, как люди толпой, перекрыты улицы, просто что-то скандируют, несут флаги, какая-то вот такая общая настроенность, какая-то движуха, но это было здорово, это просто вот как, я не знаю, какая-то очень мощная эмоция, единение. Вот проносит огромный флаг Армении, наверное, длиной метров 30, не меньше. И вот это шествие со свечами, которое было, оно встало и дожидается эту толпу. На следующий день, 24 апреля, кстати, как я потом выяснил, это как раз Международный день памяти геноцида армян, я поехал на такси даже на холм Цицерна-Каберт, это такой большой холм в центре Еревана, там стоит обелиск, там есть мемориал памяти геноцида, как раз он там в 60-х годах построен, его посещали мировые лидеры, знаменитые певцы, актеры, то есть очень такое культовое место, и я увидел просто, ну, что-то странное, то есть люди шли с утра, как мне сказали, я утром там, ну, с утра до вечера, я поехал туда в 9 уже с чем-то вечера, и просто все равно попал в какую-то людскую реку нескончаемую, которая шла потоком к этому мемориалу, поднималась по холму, несла цветы, и когда я пришел к вечному огню, и который был просто завален в несколько метров цветами, я осознал, насколько для армян вообще это важный день, насколько до сих пор, да, спустя 100 с лишним лет, для них это вот такая боль, память, и это, конечно, тронуло. То есть тут я был тоже в таком потоке какой-то скорби, молчания, просто наблюдал, как вот человек внешний для этой культуры, как это может происходить, как это может поминаться, да. Սուրբ Աստված ամայր անուշիս կունդուր Սուրբ Աստված ամայր անուշիս կունդուր После Еревана я поехал на юг, в так называемую Ваядзорскую область Армении. Здесь, недалеко от городка Ехигнадзор, расположена пещера Арыни. Интересна она тем, что тут найдена самая древняя в мире винодельня, возрастом более 6000 лет. В тот день я в пещеру не успел, уже был вечер, ее закрыли. Заночевал в гостях в Ехигнадзоре и попал туда на следующий день. Зато в тот вечер удалось застопить машину до знаменитого монастыря 13 века Нараванг, который располагается тут же неподалеку. Приехал в прекрасное место, называется Арыни, и здесь вроде бы, согласно источникам, самое древнее в мире вино производили когда-то, то есть нашли винодельню возрастом более 6000 лет. Приехал, меня где-то высадили, я просто пошел у местных спросить, мол, типа, где здесь, ну, та самая пещера, в которой вроде бы производили вино, вот то самое. Ну, зашел, они мне сразу предложили выпить, это нормально, это Арыни. Купил у них литр вина за 200 рублей, прекрасного. Сейчас хожу, в общем, довольный, и сейчас будем искать пещеру, ту самую.
Ну и совершенно верно, конечно, я не успел. Но зато, по крайней мере, замечательное ущелье вот такое. Это бесплатно, ущелье никто не перекрывает, слава богу. Так что вот его точно можно посмотреть. И вот сейчас тут просто прекрасно. Тишина, рядом течет речка такая, птицы поют. И я тут абсолютно один, иду по этой дороге. Вон какая-то пещера, пожалуйста, заходи. Вот эту пещеру не перекрыли. Спасибо на этом. О, она вправо идет, это здесь только спуск, а потом еще вниз куда-то. Смотрите, смотрите, вот я здесь. Вот. И потом... Ага, вот сюда еще можно уходить. Спустился в какую-то пещеру. Здесь, в Нараванке. Ну, по виду это все. Вот это вроде Хачкара, но очень простого, такого древнего. Крест похож, не знаю, не то на мальтийский. Я, честно говоря, не очень разбираюсь. Здесь по преданию нужно кидать монеты, загадывать желания. И вот монетки здесь как раз место. Добрые люди приютили в Ехигнадзоре. Вот, сейчас поспал ночь. Ну, по мне видно, конечно, да, что я только проснулся. И вот хотел просто показать вид из окна в их квартире, который меня просто поразил больше, чем что-либо здесь. Вот, просто вот такой замечательный, прекрасный вид. Город Ехигнадзор. В общем, остановил машину на трассе из Ехигнадзора, чтобы ехать в Арени. Но проехали километр или полтора, и у водителя нашего начались какие-то проблемы. То есть его остановила полиция. Видимо, за то, что он ехал без ремня, непонятно. И сейчас что-то долго его там мутузят, составляют, видимо, протокол. В общем, непонятно, что будет, куда поедем и когда. Небольшая интрига. Вообще очень круто. Армения просто прекрасна. О, ну все, засада. Нет конца игры. Вот нахожусь. Наконец-то удалось на второй день оказаться в пещере Арени, той самой. И вот здесь найдена, во-первых, самая старая в мире кожаная обувь возрастом около 6000 лет. И, во-вторых, следы и погребения, и виноделия. То есть некоторая связь между этими двумя вещами. И самые старые следы виноделия здесь датируются, ну, получается, 44-43 веком до нашей эры, то есть примерно 6200 лет назад. Мешки это чисто для укрепления стен. Вот такие глиняные сосуды под раскопом. То есть вот, видимо, в них это что-то вроде местных карасов, так называемых. В Армении называют карас, в Грузии называют квеври,
В Греции что-то подобное называли амфорами для вина. Вот такие вот вещи. Приехал в село Эхегис, так правильно называется, Вайнадзорская область Армении. Слышал, что здесь какое-то древнее еврейское кладбище 13 века, крепость. И вот это прям такая вот прекрасно настоящая Армения, глубинная. Ну вы видите, вот такая красота. Как раз закат происходит. Село Эхегис, церковь Зарац. Церковь построена в 13 веке, когда Армения была под игом монголов. И это, по сути, единственная в Армении сохранившаяся церковь такого типа, небольшого, с открытым молельным двориком, который предназначался для благословения воинов, уходящих на войну. Но это была не их война, это была война за монгольское войско, и армяне были вынуждены воевать против мамлюков, других племен. Ну и здесь, конечно, вот, как видите, просто сногсшибательные виды. Церковь построена в самом начале 14 столетия. Кажется, начинается такая снежная крупа. Да, надо отсюда как-то уходить сейчас, наверное. Вообще тогда удалось много поездить вот по этой Вайнадзорской, так называемой области Армении, центральной. То есть вот Эхегис посетить с его древним храмом, замечательный, прекрасный Эхегис, и Арени с пещерами, да, где найдено вино вот это древнейшее. Автостоп в Армении шикарный, то есть минута, 2, 5 максимум. То есть тебя подвозят, что-то рассказывают, могут чем-то угостить, куда-то конкретно довести, как такси. То есть автостоп просто рекомендую, общественный транспорт удаляем и движемся просто по прекрасной Армении. Это чудесно. Ты совсем слепа, и затерялись где-то. Ты одна лишь виновата в этом. Итак, покидаю замечательный город Вайк. Все отлично, переночевал. Квартирка была не очень, но главное, переночевал, все хорошо. Еду дальше, вот просто не успел пройти 10 метров просто от фудкорта. Подобрал замечательный человек, как зовут? Артур подобрал. На фуре, на огромной. Сейчас едем в Джермук, ну, ему там в Сисиан дальше, он меня высадит. Виды здесь, конечно, обалденные. Вот просто ущелье, красота. В общем, все прекрасно. Едем в Джермук по прекрасной Армении. Еще удалось заехать в Джермук, это такой курорт местный, там вот знаменитая вода Джермук производится в ущелье, и туда тоже автостопом, соответственно, с поворота, там где-то с основной трассы, там 24 километра едешь так немножко на север. Вот, к сожалению, в Джермуке очень мало снимал, как-то я просто дивился тому, что вокруг меня, и почему-то я мало это делал, то есть записывал. Но в Джермуке была классная история с военными. То есть я гулял по холмам в окрестностях, просто случайно наткнулся на такую, как бы, ну, типа военной базы там, вот, армянская. Оказалось, ребята меня пригласили там в свой окоп, так скажем. Вот, ну, естественно,
Там все было так секретно. Ну, я, естественно, там ничего не фотографировал, не снимал там, да и при желании бы мне не дали. Но мы с ними классно пообщались, они так чай угостили. Вообще такой опыт был незабываемый. Обидно, конечно, что в Джермуке снимал совсем немного. Там точно есть что посмотреть. И его прекрасный водопад, и ущелье, и бурная река Арпа, протекающая внизу. Это горный город, он расположен на высоте 2100 метров и вообще напоминает такой армянский Твин Пикс. Я был тут вне сезон, в апреле. Природа вокруг еще была довольно скудной, и это было очень атмосферно. Эти холмы, окружающие город, заросшие лесом, немногочисленные прохожие на улицах, пасмурная погода. Так что Джермук точно стоит посетить хотя бы ради этой атмосферы. Մեկ եկան, լավ այդ բիստրոից, կրաֆտը հետև եկան։ После Джермука была уже поездка только на юг. Опять же удалось застопить какой-то КамАЗ. Водитель, в общем, использовал в поездке различные вещества, так скажем. Он курил, не сигареты он курил. И в каком-то смысле это было опасно, поскольку мы проезжали новой строящейся дорогой до Татева, мы ехали к Татевскому монастырю, и были моменты, когда эта дорога, она не оснащалась никакими вообще видами там перил, чего-то, каких-то насыпей, то есть просто ты едешь по песку практически, там рабочие строят, у тебя пропасть под тобой, с тобой накуренный водитель, и как бы окей, то есть, да, сомнительно, но окей, то есть вот так вот доехал, слава богу, живой, здоровый до Татева. Татевский монастырь – это вообще уникальная такая достопримечательность для армян. Это очень важный такой духовный центр. Это монастырь, которому уже 1000 лет. Он находится в потрясающей локации. К нему ведет такая канатка, называется «Крылья Татева». Она чуть ли не самая длинная, то ли в Европе, то ли в мире. Кстати, в 2021 году я по ней прокатился, там отдал сколько-то 1000 рублей. 3-4, наверное, не помню. Ну, в общем, дорого, но это стоит того. Это просто потрясающее впечатление. В этот раз до самого Татева, вот с этим КамАЗом в Татеве, я остановился в самом Татеве, уже вот поселок Татев, на ночь, на одну ночь. И на следующий день, конечно, снова отправился к монастырю. После Татева снова застопил машину. Снова, кстати, по-моему, был какой-то КамАЗ. Надо было ехать на юг, в город Капан. Это такой условный центр Сюникской области Армении. Сюник — это вообще классное место. Это вот самое горное место в Армении. Там уже на юг, ближе к Ирану. И вообще, возвращаясь из Ирана в свое время, то есть уже позже после этого, я встретил одного пограничника, который мне сказал, просто как из брата, короче, он сказал, кто в Сюнике не бывал, красоты не видал. Это правда, то есть Сюник потрясающий, и я оценил. Капан — это город, который чем-то мне напомнил Нейтрино в Кабардино-Балкарии, потому что вот это уникальное сочетание гор и в то же время каких-то типовых девятиэтажек. Да, они были армянские типовые девятиэтажки, но это вот тоже как-то странно бытовое что-то, и вот потрясающая природа в Капане тоже есть. Ну и там тоже надо было останавливаться. Отель на день я там завис, собственно. Город Капан, Южная Армения, Сюникская область. Приехал сюда сейчас под вечер автостопом, и вот сейчас буду искать отель, куда заселиться. Завтра, наверное, может быть, не знаю, посмотрим. С утра пойду на гору, гора Хуступ. Она здесь видна. Вон там, вдалеке.
А потом, наверное, уже все на границу с Ираном. Пора. Ну, из Капана уже по старой армянской традиции я застопил тачку. Меня подвозил интеллигентный такой пожилой дядечка. Мы с ним обсудили очень разные вещи про судьбу Армении, про Россию. Ну, в общем, очень-очень много тем подняли. Очень было интересно с ним ехать. И он меня довез до уже вот самого Мигри фактически. Сам приезд, кстати, в Мигри он показан в иранском видео. В Мигри там была жара, хотя это был апрель, ну, там что-то за 30 уже было. И женщина мне сказала местная: ну так что ты хочешь, это Мигри. Как будто этим все сказано. Ну, в общем, да, это самый юг. И потрясающие тоже локации. Ну и в Мигри надо было уже ехать на границу. Собственно, и дальше пошел Иран. Новый день. Проснулся в городе Мигри. Это Южная Армения. Самая граница с Ираном практически. Вот вчера переночевал в таком гостевом доме прекрасном. Мне сказали, что есть маршрутка в 7 утра на Ереван, но надо там быть уже в центре в 7 утра, ну в центре Мигри. Так что вот час без 15:07. Я, конечно, не выспался, но ладно, это мелочи. Иду по прекрасному просто виду. Сзади, спереди, везде, вот здесь вокруг горы. Сейчас буду искать эту машину, маршрутку, не знаю, что там будет, и ехать в Ереван. Надеюсь, все будет хорошо. На обратном пути из Ирана я снова вернулся в Армению через тот же погранпереход, пересек реку Аракс, доехал до Мигри. Ну, деньги кончились, к сожалению, то есть по Армении покататься уже не пришлось, то есть тупо из Мигри сразу в Ереван, там на маршрутке за 5,5 часов доезжаешь до столицы, там я что-то на 1 или 2 дня еще задержался, и все, оттуда уже сразу тоже маршрутка от автовокзала, 2 часа едешь в Гюмри, и все, вылетаешь в Москву. Вот такая простая логистика получилась в этот раз. Ну, вот и все. Конец.